Шановні гості та співробітники ТРЦ «Рів'єра», ми тимчасово призупиняємо роботу для планової перевірки безпеки. Це триватиме орієнтовно 20 хвилин. Просимо вас спокійно вийти. Девочки, мальчики, привет! Не виделись с вами 100 лет. Несколько дней не снимала видео. Думаю, надо записать. Видели, как мы в Ривьеру съездили сегодня? И попали вот в эту... Это я телевизор включаю. И попали мы опять в эту, так сказать... Ой, что-то тревога, я смотрю. Но не у нас. Попали мы, короче... Вот в эту очередную, не знаю, не то это у них учение или что, я не знаю. Всех просят уйти, выйти. Так, девочки, сейчас поставлю вас на такой держатель. Просят всех уйти, выйти, не мешать. 20 минут. Как они это назвали? Может, это учения такие? Я не поняла. Я не поняла, второй раз попадаю, все и продавцы, и посетители, все выходят из Ривьеры, и получается, все закрывается, все магазины закрываются, и именно регламентировано 20 минут, они об этом и говорят, именно 20 минут. Я сначала подумала, что заминировано, а может и заминировано. Так, с утра сегодня уговорила мужа, чтобы он со мной вместе сдал анализы. Девочки, это ужас. Как тяжело с мужчинами. Мне надо было сдать общий анализ крови и короче, на холестерин, липидограмму. И я так подлизалась, говорю, давай, ты пойдешь со мной, группа поддержки. И уговорила его на липидограмму. Говорю, ну хотя бы раз в жизни надо сделать этот анализ. А потом уже, когда уже оформлялась, он сидел рядышком, и я себе там говорю, ну давайте мне общий анализ крови еще к этому. Конечно, можно было бы заразом и щитовидку и проверить, и биохимию печени. Ну, во-первых, и по деньгам прилично в частной лаборатории. И как бы, ну, в принципе, раз уже вену вскрыли, то можно как бы было бы и понабирать. Ну, в общем-то, он до последнего упирался, а я его так посадила, говорю, ему тоже то же самое. Ну, что я вам скажу? Я, честно говорю, знаю, что он очень подвижный такой по сравнению со мной. Я думала, что мой результат будет намного хуже, но оказалось наоборот. Моя как бы липидограмма, или как ее правильно назвать, там идет холестерин общий, триглицериды, ЛПВ-щ, это по-украински говорю, ЛПНщ, ЛПДНщ, короче, коэффициент антерогенности и какой-то еще, в общем, их 7 показателей. У меня помірний ризик сердцево-судинных захворюваний, так получается. Помірний ризик по этому показателю. Остальные все показатели у меня в норме. Но я не думаю, что так было. Общий холестерин у меня тоже в норме. Я не думаю, что так было всегда. Дело в том, что никакие диеты не соблюдала. Яйца ем я каждый день. 1, а то и 2. Раньше, помните, говорили, что холестерин – это вот яйца. Нельзя есть яйца. Это все ерунда, как оказалось. Холестерин от пищи, уровень холестерина от пищи не зависит в 100% случаев. Там очень маленький процент. Это как работает наша печень. Я помню, девочки, лет так 5 назад я сдавала просто общий холестерин. Но это такой показатель, который вообще ни о чем. Так что он может быть повышен, этот общий холестерин, либо из-за плохого холестерина, либо из-за хорошего. Так вот. Первый вариант из-за плохого намного хуже, чем из-за хорошего. Хотя вообще высокий холестерин в любом случае нехорошо.
Так вот, у меня были высокие показатели просто этого общего холестерина. И мне, помню, этот анализ назначила гинеколог, и она посмотрела, говорит: вам с этим надо что-то делать. Ну, естественно, я пошла домой и ничего с этим не делала. Но последние... Потом я не пересдавала, ничего не делала. Ну, старалась там побольше двигаться, не есть всякую гадость. Хотя фастфуд я люблю. И раза 2 в месяц я забегаю на гамбургер и на картошечку фри в Макдональдс. Дома у меня, в принципе, кухня нету такого, знаете, жирного жареного. Свинина только в котлетах, как микс. Для того, чтобы котлета была вкусная, с телятиной. Ну, в общем, так. Что я делала эти последние 3 месяца? Я пила лецитин. Откуда я это взяла и почему я так решила? Когда маме вызывала скорую, фельдшер очень грамотный приехал, и он посоветовал мне лецитин подсолнечника пить и маме, и вообще усем. Нормализует работу печени. Почитайте про лецитин, очень хорошая вещь. Муж мой не пил, у него другие методы. Он себе настоечки делал. Но он еще не знал про свой холестерин повышенный. И, в общем-то, сейчас я купила ему целую бадью лецитина и сказала: будешь пить 2-3 месяца, и потом перепроверим твой уровень холестерина. Дело в том, что я его, конечно же, записала как из себя, так и его к доктору, к кардиологу. И я иду, он в протесте. Я думаю, что бы такое придумать. Он говорит: что я приду, что и скажу, на что я сжалуюсь, на что будут мои анализы лечить. Короче, вы понимаете. Девочки, я вам по секрету скажу, к врачу и главное, он меня повезет и будет со мной. Я его записала на полчаса, вот как бы он первый, я его вперед, потом я. Причем доктор принимает раз в неделю. Попасть к доктору не так-то просто. Не хочет категорически. Я сегодня-завтра поуговариваю. И потом придется звонить. Я говорю: ну, кардиограммку снимем. Посмотрим, что и как. Короче, ужас. Расскажите в комментариях, как у вас обстоит дело вот с этим вот всем уговорами, с этими походами по врачам. Ой, намочила свои анализы. Короче, ребят, такие дела. Вот такие дела. Но когда уже за 40, за 45, у кого-то и за 50, то надо уже серьезнее быть и серьезнее относиться ко всем этим вещам. Так что, девочки, я в борьбе сейчас. В борьбе за здоровый образ жизни, за здоровье. Так что вот так. День как день, выходные. Погода у нас ужасная, похолодало. Днем в районе 80 градусов, ночью 3-4 градуса, зябко. Цветочки мои цветут, радуют. Кстати, как-то пришел комментарий, вот этот звук, слышите? Да? Девочки спрашивают: что это такое? Выключите свою стиральную машину или что у вас там такое? Посудомойку. Девочки, это аквариум. Так, девочки, моя рыбка, которая была оранжевая, все, всплыла вверх брюшком. Так жалко. Ну ладно, уже потеплеет, на Староконный поедем. Я себе докуплю еще парочку. Как-то приезжали в прошлом году, были одни розовые, потом как-то одни какие-то такие бледно-голубые. Не было, знаете, чтобы они вот так вот все вместе вперемешку, ну, чтобы были разные цвета. Я хочу разных цветов. Мне надо сюда желтенькую, мне надо сюда оранжевую, мне надо сюда свекольную. Я не знаю, сколько они живут, но в моих условиях они
Есть те, которые уже 2 года тернеции, а есть те, которые только год. Ну, не знаю. Хотя покупались все малышариками. Девочки, вот так. Что у вас сегодня на ужин? Что у меня на ужин? Я вчера с Жориком, Жорик сейчас на прогулке, я вчера с Жориком зашла в корпус мясной и прикупила, девчонки, сейчас я переключу канал, я хочу что-нибудь про природу. Вы знаете, вот щелкаю телевизор вот периодически и ничего не могу интересного найти. Что-то про путешествия, про природу. Как размножаются слоны. Ну, что-нибудь такое. Вот, украшения продажи. Тоже интересно. Короче говоря, зашла вчера с Жориком вместе в корпус. Мне надо было прикупить... Девочки, я люблю чай с курагой. Вчера я взяла себе кураги полкило. Покупайте курагу и обязательно ее в свой рацион включите. Это узбекская курага. Продавец пообещал, что не обработанная. Не знаю, будем верить. Я мою, так штучки 3, когда 2, когда 3, плюс финик. И чаек гоняю. Мне нравится. Это источник калия для сердца. А я иду к кардиологу на следующей неделе. Потому я смотрю, что мои вчера или позавчера что-то вкусное из духовки доставали и спалили мне прихватку. Надо поменять уже прихватки. Спалили прихватку. Ну ладно, будет повод купить новый комплект. Так что купила курагу и купила, девчонки, телятины домашней. И сделала вчера из телятины фрикадельки. И вот вчера и сегодня у нас фрикадельки. Сегодня спагетти сварю с фрикадельками. И солености вчера купила. Капусту, морковку по-корейски. Вкусную. Кто захочет, сегодня поужинает. Так что, как у вас там погода, как ваши дела, что новенького? Жорка у меня сегодня с утра нас поднял ни свет, ни заря. Ну, поигрался и опять улегся спать. А нас разбудил. Я заметила последнее время, вот уже прибавился день, весна. Он рано ложится, вот сейчас набегается, сейчас 6:30 вечера, сейчас набегается, придет, покушает и завалится спать. Потом в 4 утра, в 5 утра просыпается, начинает ходить, бродить, играться, нас будить. Такого раньше я за ним не замечала. Это вот что-то новенькое. Так что, девочки, вот так. Ой, мужики мои сегодня сами без меня шопились по продуктам на неделю. Накупили всего нужного и ненужного. Даже не знаю, какие, девочки, цены, потому что если мужчины едут, своими карточками рассчитываются и на цены не смотрят. Ну, не знаю, надо кефир, надо молоко, надо колбаса, сыр. Ну, я там пишу им такие-то наименования продуктов. Красота, без лишних вопросов. Я говорю, что-то не готова сегодня ехать в метро, расстраиваться насчет цен. Вдруг они там слишком повысились. Ну, мои любят метро, я не очень, но им нравится ассортимент и нравится то, что можно подешевле купить, если берешь больше 2 единиц. Так что вот так, друзья мои. Все, всех обняла, всем мирного дня. Всем мирной ночи, вернее так, мирной ночи и завтрашнего хорошего выходного дня, мирного дня. Чтобы вам такого интересного показать, я смотрю, думаю, кого я вам не показывала из своих цветущих орхидей. Да, наверное, все показывала вам. Все цветут, все красавцы, но сейчас немножечко пройдемся по полочкам, чтобы вы так вот глянули.
для поднятия настроения. Здесь уже цветает. Вот эта красота мне нравится. Кстати, вот насчет Cherry Bomb, девочки, вчера смотрела видео из теплицы, говорят, что этот гибрид, скорее всего, уже скоро уйдет с рынка. Так что приобретите обязательно, пока он есть. Вот такая мелюзга. Вот такая красота. Вот это надо мне срезать. Смотрите, безобразие. Вот это надо посрезать. Вот это срезать, вот это срезать. Все, уже цветочки отцвели. Такая желтая красавица. Так, здесь у меня тоже красоты нацвело, но немного. Вот эту полочку я люблю. Здесь все такое желтенькое, красивое. Вот тоже отцветает кобра. Вот этот новый распустился. Показывала, нет? Странный. Видите, девчонки? Очень странный. Ну, кто знает про пилоричность, здесь два вида пилоричности. Слева от вас бабулетка, справа а-ля бабочка. Так что вот так. Наконец-то открыла все бутоны Хазард. Красавица. Ну и такой красивый биглип. Так, ну и здесь малышня. Отцветает, кстати, уже бабочка. Жалко. Так что всем хорошего настроения, ярких красок и всего самого-самого наилучшего. Обняла. Пока-пока. Ты идешь делать английский? Мы уже 2 недели не можем сделать домашнее задание. Куда пошел? Иди помогай мне. Ой, девочки, были каникулы у меня, а там столько заданий. Жорочка, будем английский делать, да? То нас завтра поругают за то, что мы не готовы. Завтра понедельник. Да, вот так вот я тоже подумала про наше домашнее задание. Ты мне помогать собираешься или как? Или как? Будешь мне помогать, да? Молодец. Будешь мне подсказывать. Да. Бери свою косточку, устраивайся поудобнее. Я буду заниматься, а ты будешь заниматься своим делом. Вот так вот, девчонки. У нас сегодня подготовка к завтрашнему уроку английского. А то что-то мы расслабились на этой неделе. И видео не снимали для вас, и английский не делали. Какой-то ужас и кошмар. Жорка со своим домашним заданием сгрызть косточку справляется. А я, девочки, сижу и никак не могу настроиться. Да, Жорочка. Знание – это сила. Девочки, купила вчера в ВТБ такую классную смесь. 54, 56 гривен скидка. Я Жорику варю вот кусочек. Это размораживаю. Сейчас буду варить кусочек грудинки. Филе, вернее. Филе индюшатины. Слушайте, ну я думала, здесь будет много брокколи. Брокколи здесь немного. Но здесь основной ингредиент морковка. Это, наверное, желтая морковка. И вот этой наложили целую кучу. Брокколи пару веточек только. И цветная капуста немножко. Вообще мне нравится этот юниор от своей линии. Девочки, Жорка у меня в 5 утра уже готов к приключениям. Варю ему овощи, мяско. Все забрасываю. С 5 утра уже гуляет по квартире. И с удовольствием нас будет. Раньше такого у него не было. Был щеночком, спал до упора. А сейчас прям ужас. Ну, весна, тепло. Так что вот так вот. Сейчас варю ему завтрак, а потом уже завтрак делаю нам. Вчера купила в ВТБ бананы. Пришли, уже было
7:30. Ящики все пустые. Мы попросили девочек, говорю, пожалуйста, вынесите нам коробочку. Вынесли красивую, свеженькую коробочку с бананами. Вы любите банан? Я обожаю. И в АТБ вот такие классные королевские киви. Девочки, там очень мало семечек. Говорю тихонько, потому что мои все еще спят. Всем доброе утро! Жорочка, английский закончился, вставай. Вставай. Пойдем с тобой погуляем. Да? Ну мы же позанимались, теперь надо погулять. Там на улице прекрасная погода, поют птички. Мы позанимались, нам дали кучу заданий на следующую неделю. Поэтому мы пойдем гулять. Да? Ты готова гулять? Все, идем одеваться.